Всем большой привет, меня зовут Кася. Это видео должно было быть посвящено вязаному свитеру, но что-то пошло не так, у меня закончилось вдохновение. Сейчас я вам покажу этот свитер, надо же хотя бы похвастаться моделью. Вот так, господи, я просто ставлю фотографию. Вот так выглядит свитер, вполне себе неплохой, желто-белый. В общем, я решила внести разнообразие в свое творчество и сшить что-то на швейной машинке. Я очень-очень давно хотела что-то сшить. У меня сейчас лежит ткань, которую мне дарили, не знаю, год назад, наверное. Вот такой вот трикотаж-лапша песочного цвета. Так, не падать. Первая модель, которую я решила сделать, это вот такой китайский костюм. Мягко говоря, выглядит, ну, словно его не захочешь шить. Поэтому я решила все-таки упростить себе жизнь и сделать обычный костюм, который сейчас ходят, по-моему, все. Выглядит он вот так: длинные рукава, укороченная кофта, широкие штаны. Что еще нужно для счастья? Но я очень люблю декоративные детали по типу разноцветных рукавов, люверсов, шнурочков, каких-то завязочек, поэтому я решила, ну, хотя бы чуть-чуть усложнить. Получилось вот это: завязочки плюс разрезанные штаны. Модель, мне кажется, не такая сложная, поэтому конструировать я ее буду сама по своим меркам. Если вам интересно, у меня рост 158, размер XS и широкие бедра. Но на самом деле, если вот вы сейчас думаете, что я какое-то обучающее видео записываю, вообще нет, потому что я вязала, потому что я шила всего только 2 вещи за свою жизнь, это было 1,5 года назад, и я крайне неосознанно подошла к этому делу. Если я найду фотографию, я прикреплю. Первая вещь — это была розово-зеленый свитер, а вторая вещь — это рубашка песочная. Почему неосознанно? Во-первых, посмотрите на цвет свитера. Не свитер, свитшот. Посмотрите на цвет свитшота. Ну, серьезно, зеленый с розовым. Рубашка просто получилась не очень красивой посадки, как вы видите. Выточки, по-моему, я вообще... Какие-то выточки, я о них слышала, зачем их делать, непонятно. Неосознанно подошла к этому моменту, так же, как и с конструированием. То есть я захотела сама сконструировать и сделать выкройку, но при этом не почитав ничего, я просто взяла, чтобы сделать свитшот, обвела свою толстовку и вырезала. Ну, подход не самый лучший, да? Хотя я сейчас смотрю на свой свитшот, и он даже неплохо выглядит. Он, правда, в мусор отправился, но не суть. Поэтому, если вы увидите ошибки и захотите написать агрессивный комментарий, перетерпите, пожалуйста. В общем, конструировать, я не помню, уже говорила, буду сама, поэтому давайте приступать. Прошло где-то 2 часа, я сделала выкройку. Это выкройка из спинки и переда. Я прочитала, что на трикотажных тканях можно использовать выкройки упрощенные, поэтому здесь не плавная линия. В чем суть была? Чтобы сделать спущенное плечо, оно у меня получилось где-то 20 сантиметров. И здесь, получается, будет заужение из-за того, что будет завязочка. А после заужения идет чуть-чуть расширение. Длина изделия у меня получилась 40,5 сантиметров. Я не хочу длинную кофту делать. Добро пожаловать в не самое лучшее место этого мира, ко мне на пол. Я уже разрезала выкройку и распечатала ее. Осталось сделать все то же самое, только на ткани. Выкройку штанов я доделала исключительно по видео на ютубе. Я ничего не нашла ни в одном учебнике, который у меня был по поводу выкроек штанов с резинкой, поэтому я благополучно все скоммуниздила. Если вообще это можно назвать, это же правила построения выкроек. Наверное, нормально использовать чужие правила. Я не знаю, как это работает, насколько там распространяется авторское право, но я решила в целом, короче, ничего не говорить про штаны. Хотя на самом деле я даже там немного изменила посадку, потому что мне не нравилось. В выкройке, кстати, использовался коэффициент золотого сечения. Кто-нибудь вообще так делает? У меня столько этой ткани, что я с ней уже запуталась. Я вот еще не понимаю момент. Получается, выкройка штаны выглядела вот так. Вот здесь вот по центру была центральная линия штанов. И я вот не понимаю, мне здесь надо отступать 1 сантиметр или нет? По логике вещей да, потому что я же потом сшиваю брюки. Чувствую себя маленьким ребенком, которому дали обычную игрушку, сказали, что все легко и просто, ты разберешься, а в итоге он в кружочек вставляет кубик и не понимает, почему не работает. Я разобралась, здесь будет сантиметр припуска. Единственный момент, оказывается, что припуск бывает больше, чем 1 сантиметр, и в зависимости от того, где ты делаешь припуск, он может быть разным, но я надеюсь, что мне везде 1 сантиметра хватит. Единственный момент, что я не учла, вот на брючине припуск не 1 сантиметр, а 4-5, чтобы она загнулась. Также на поясе. Здесь пояс, здесь нет пояса. Короче, также на поясе. Пояс тоже будет, получается, с припуском 5 сантиметров, с учетом того, что я буду его подгибать и зашивать в резинку. Итак, друзья, я сколола уже свое изделие.
Кофта получилась вполне себе красивая, мне нравится. Я, скорее всего, все так же и оставлю. Здесь, кстати, будет еще, да, резиночка, я напоминаю. И она будет как бы придавать логическое завершение, потому что вот здесь вот рукав расширенный, а ближе к концу он заужается. А вот по штанам... Ай, иголка впилась. Надо что-то сделать, потому что в данном состоянии я не обозначала резинку, и они получились какими-то короткими. То есть я бы на самом деле резинку делала вот где-то вот здесь вот, и получается надо просто пришить резинку. Не знаю, как это работает в процессе. У меня так много вопросов и так мало ответов насчет этого рукава. Его точно надо переделывать, но что с ним делать, я понятия не имею. Почему оно так топорщится? Все рукава так топорщатся? По-моему, нет. Дан-да-дам. Это что, штаны? Ничего себе. Это штаны. Я сделала штаны. По штанам все отлично. Мне прям нравится, как они сидят. Мне нравится разрез, который получился. Ну, я его, естественно, еще буду доделывать на швейной машинке. Сейчас у меня нет нужных ниток. Но пока выглядит все вот так, довольно симпатично. Я переделала рукав. В целом мне нравится, конечно, больше, чем в прошлый раз, но все еще не идеал. Я его еще криво довольно приметала. Как вы видите, это вообще изнанка. Это не конечный результат рукава. Я буду вообще новый, скорее всего, делать. Что я хочу исправить здесь? Мне не нравится, как лежит пройма. И в целом вот это количество ткани, которое образуется здесь. Я перешила полностью перед и спинку, потому что в прошлый раз я немного намудрила с проймой. Сделала ее слишком широкой, так что у меня рукав там получался чуть ли не 50 сантиметров. Сейчас я сшила из прошлого переда пример рукава. Вроде, когда я стою прямо, выглядит все, ну, плюс-минус нормально. Ну да. Когда я начинаю чуть-чуть двигать рукой, получается вот это. С одной стороны, нормально же, что ткань немного заламывается, когда ее сминают. Не до такой же степени. Надо будет еще почитать про дефекты посадки рукавов, про окаты, про проймы. Со штанами все, конечно, было намного проще. Просто взял, сшил, посадил на резиночку, и все отлично выглядит. Тут, конечно, да, тут все как-то сложно. В момент записи видео я заболела, у меня пропал голос, поэтому вы будете смотреть, как я кривляюсь на камеру молча. Слева сверху я вырезаю новые детали. Почему я вообще вырезаю новые детали? Потому что я переборщила немного с проймой, вырезала там, где не надо, и в итоге получилось нечто очень странное, что не способно на существование. Поэтому вот я сижу в левом верхнем окне и вырезаю новую спинку и перед. Теперь обращаем внимание на то, что происходит спереди. А спереди происходит следующее. Я сравниваю новый рукав, который находится справа, и старый рукав, который находится слева. Как вы можете заметить, справа рукав выглядит намного лучше, он сидит лучше, посадка лучше, все что угодно у него лучше, в общем, он лучше. Да, я вырезала хороший рукав. Наконец меня устраивает результат, который получился. Я решила примерить, как все выглядит с резиночкой. Выглядит 10 из 10. Оставляем. Шел 5-й день моей болезни, мне уже невыносимо сидеть и ничего не делать, поэтому я потихоньку обрабатываю срезы. Ах да, у меня еще гундос и голос, поэтому надеюсь, вы потерпите. Хотя на самом деле в жизни вообще ничего терпеть нельзя. Что я могу сказать по состоянию изделия? Кофта практически готова, я уже обработала все срезы на машинке швейной. И вот здесь, вот видите, тоже горло обработано. Осталось сделать резиночки. Я пока что в раздумьях, как их делать. Я уже покупала ленту, но она мне как-то не особо понравилась, потому что она не такая широкая, как я хотела. Цвет не подходит. Ну, в общем, слишком много минусов, чтобы ее пришивать. Поэтому сегодня я схожу в магазин швейный и что-нибудь, да, подберу, надеюсь. И по штанам. Резинка с Валбериса со 100 рублей решила устроить мне бунт. И растянула где-то на 4 сантиметра. Вот, чтобы вы понимали, вот здесь у меня талия. И, ну, соответственно, штаны должны были сидеть именно на талии. Вот в итоге они падают. Это, конечно, не критично, но, если честно, выглядит, словно я в 90-х, знаете, мода на низкую посадку штанов. Мне такое, если честно, не очень нравится. У меня есть два пути, либо подшить штаны, либо забить и, типа, концепция, все такое. Распарывать я это все вообще не хочу, потому что у меня там 4 ряда прошита швейной машинкой, я не знаю, наверное, потрачу на это часа 2. Главное, чтобы резинка в дальнейшем еще больше не растянулась. Так что сейчас я отправлюсь в магазин покупать то, что мне необходимо. И, надеюсь, все получится. По-моему, я придумала что-то гениальное, что было, конечно, создано, скорее всего, до меня, но я же сама к этому пришла, это главное. Я в месте, где должна быть у меня резинка, вставила вот такую вот подкладку, прошлась 2 строчками, и между этими строчками осталось расстояние, и я просто в это расстояние засунула шнурок и затянула. Вот у меня до сих пор торчит. Выглядит, конечно, прикольно, но
Мне не нравится, что вот это расстояние слишком большое. То есть рукав полноценно не раскрывается словно. Вот сравните просто с вот этим рукавом. Пока я все не развязала, давайте я у вас спрошу, как лучше. Когда рукав вот на такой длине или вот на такой? Ну, не знаю, вот так вот можно сравнить, наверное. Ну, не знаю, мне кажется, все еще левый вариант, ну, то есть вот эта рука лучше выглядит. Так что я, скорее всего, все буду переделывать, чтобы все выглядело опрятно. Да и к тому же я тут так напортачила с этой строчкой, что, ну, в общем, лучше не смотреть наизнанку. Та-дам! Вот и результат. Мне так нравится. Штаны слишком низкие, как вы видите, из-за резинки, но ничего. Посоветуйте лучше, как это исправить. Я в восторге. Это так красиво, мне так нравится. Посмотрите на эти рукавчики, они невероятно милые. Что я могу сказать? 10 из 10. Единственное, конечно, есть некоторые нюансы, которые можно все-таки опустить. Все равно 10 из 10, 100%, 100 из 100. Обратите внимание, я не приделала бантики, потому что из этой ткани они выглядят немного несуразно, слишком толстые, поэтому я решила, что пусть будет так и так красиво, мне очень нравится. Да, кстати, если вы заметили, а я думаю, вы заметили, что у меня вот здесь вот полоска от мела осталась, она не отмылась, ну ладно, ничего страшного, в следующий раз отмоется. Ну, я в невероятном восторге, мне очень нравится, что получилось. А, кстати, я еще забыла показать, что вот эти разрезы, как культурно показать вообще, вот эти разрезы тоже неплохо получились. Мне очень нравится, немного кривовато, ну ничего страшного, первое же изделие. Я сижу и думаю, ну разве можно такое чудо оставлять дома? Мне кажется, в таком надо ходить на улицу 100%, учитывая, что ткань хорошая, выглядит красиво, опрятно. Так что, наверное, я буду ходить днем на улицу. Осталось дождаться весны, а то сейчас февраль, довольно грустно, холодно. Но ничего страшного. Меня невероятно вдохновляет то, что я сделала. У меня уже есть ткань, которую я хочу превратить в следующее изделие. Это будет, возможно, платье, возможно, штаны, может, шорты. Не знаю, посмотрим. Я думаю, вы увидите это в следующем видео. Какие выводы я могу сделать? Шить мне очень понравилось. Мне очень понравилось видеть готовое изделие. Так что я надеюсь, что вы, когда видите свое готовое изделие, которое у вас получилось, у вас такие же эмоции. Да, они, возможно, сейчас у меня слишком бурные, потому что, ну, это первая вещь, которая мне прям полноценно нравится. Так что, наверное, логично, что я настолько в эйфории нахожусь. Поэтому я надеюсь на вашу реакцию, на лайки, комментарии, может быть, подписочку. Желаю всем успехов в творчестве, всего хорошего и всем пока-пока.